Ну что, конец 2020 года, выходные, делать нечего, все закрыто. И хоть у меня мотоцикл уже стоит на зимней стоянке, и я не планировал ничего делать там до уже следующей весны, но что-то мне, в общем, от безделья захотелось чем-то позаниматься. И, я не то чтобы вспомнил, у меня было в планах эти работы провести. Есть такая проблема, что при заводке двигателя есть ощущение, что как будто бы закусывает стартер. Хоть аккумулятор там полностью заряжен, но иногда, не каждый раз, мне кажется, что зависит от того, что как стартер в каком положении в прошлый раз остановился, ему трудно стартануть. То есть он иногда даже просто закусывает настолько, что просаживается все бортовое напряжение, что аж часы на приборке сбиваются. И у меня есть только предположение, что, возможно, это стартер, может быть, там либо там щетки подизносились, либо еще какая-нибудь проблема с ним. И я хотел это ремонтировать, ехать делать на сервис. Но, в принципе, посмотрел по мануалу, этот стартер достаточно там, несложно снимается. Хотя до конца непонятно. Возможно, там придется снимать глушитель, возможно, нет, возможно, так его удастся выдернуть. В общем, я никогда этим не озадачивался. И, в принципе, сидел дома, решил, почему бы сейчас не съездить в гараж и не попробовать там его снять. Если мне удастся его снять, один как вариант, я, может быть, его смогу на столе разобрать и посмотреть вообще состояние там всех внутренностей. Может быть, там визуально будет что-то понятно. Может быть, там, допустим, если там есть щетки как таковые, например, может быть, они продаются, их можно просто заменить, и проблема уйдет. Либо есть фирмы, которые занимаются ремонтом стартеров, отдать их на реставрацию, грубо говоря. Этот стартер все равно пока зима, и если уж не так сложно его там снимать, то также я поеду его поставлю, и в принципе к весне у меня уже не надо будет там думать, в какой сервис его гнать. Стартер находится здесь снизу. Получается, крепится он этими двумя болтами. И, по идее, выдергивается. Но есть проблемка, что возможно ли будет его отсюда здесь достать, не снимая глушитель. Глушитель, я так понимаю, что надо коллектор откручивать и эти трубы как-то немножко вниз подавать, чтобы можно будет выбрать. Хотя, возможно, с той стороны как-то можно будет его высунуть. Попробовать выдернуть на себя его. И каким-нибудь образом, может быть, мне удастся его достать. Удалось мне выдернуть стартер. Именно выдернуть, не снять. Потому что достаточно трудно. Мне пришлось там с ним немножко помучиться, чтобы его... снял. Не без приключений, немножко масла вытекло. То есть надо быть там сразу готовить посуду, чтобы я думал, что он там без масла выдернется. И второй момент. Клемма, которая подключается к стартеру, этот провод просто выскочил, пока я его выдергивал из этой клеммы. И получается так, что сейчас покажу то место, где он стоит. Виден провод. Весь наполовину какой-то ржавый, наполовину окислившись. Это опрессовка клеммы, она уже расслабилась. И, возможно, был слабый контакт. Из-за этого он так не всегда стартовал. Может быть, в этом уже причина. Но мне пришлось откручивать коллектор, чтобы чуть-чуть эту трубу глушителя подать вниз, иначе он не вылезает, этот стартер, отсюда. Стартер я заберу с собой. Я его попробую, может быть, даже разобрать, посмотреть, какое там у него внутри состояние. Я думаю, что проблема уже очевидна, что проблема именно в этом. Что же, снял стартер, немножко его отмыл. Так он выглядит. Достаточно
легкий и небольшой по сравнению с автомобильным. Я пока ковырял, клемма выскочила. Возможно, что от вибрации он просто уже немножко так вот потерял свою плотность. Но, однако, раз уж я его снял, то надо попробовать его разобрать, посмотреть, в каком состоянии там щетки. Я нашел в мануале схему, как он, в какой последовательности разбирается. Ну, сейчас попробую. Первое, на что стоит обратить внимание, это вот уплотнительное кольцо. Но, в принципе, вот если так вот трогать, в моем случае оно достаточно эластичное. Я бы не сказал, что оно растянутое какое-то. Оно тут довольно плотно прилегает. Я думаю, что я его отдельно заказывать не стану, это кольцо. Ладно, его пока что отложим. Ну, сейчас что у нас? Ну, попробуем выкрутить эти два винта. Эта крышка довольно легко снимается. Так, что у нас там так? А у нас там масло. Крышка, там подшипничек стоит. Подшипничек, судя по всему, так на глаз, конечно, не скажешь, но вроде не высыпался никак. Пробуем их тоже снять. И третий шаг у нас вот этот. Она легко снимается. Ага, вот здесь вот видно уже много пыли. Это, видимо, от изношенных щеток. Да, она аж такая мелкая очень. Как тут со щетками дела обстоят? Ну да, она просто тут прижимается этой крышкой. Здесь она ничем не зафиксирована. Сейчас главное, чтобы щетки не вылетели. Оп, одна щелкнула. Остальные щелкнули. Ну вот пыли достаточно много. Нет, щетки хорошие. Теперь я вижу, что там запасов по щеткам еще, ну, куча. Единственное, что вот эти там в мануале еще вот эти вот пружинки, которые их подпирают, то есть там было показано, как мерить усилия этих пружинок. То есть две щетки остаются висеть, грубо говоря, на этом держателе. Вот он так вот выглядит. И две щетки остаются там на специальной вот такой тоже подкове. Очень сильный магнит. Ладно. Ну, не по инструкции. Я как-то он еще после этого, по идее, должен убираться. Но я не знаю, как снять вот эту вот держалку, не вынимая якорь. Тут еще текстолитовая прокладочка. Здесь остался цилиндр такой с магнитом. Крепежные все эти элементы, пластмасски. Ну, единственное, что его здесь наверняка, ну, почистить можно как следует. Потому что вот этой вот трухи, ее очень много на самом деле. Так что моя версия, да, не подтвердилась, что проблема со щетками, потому что, ну, щетки, в принципе, вот в каком состоянии. То есть их еще более чем достаточно. И на якоре, вот если так вот провести пальцем, то есть износ он, ну, абсолютно не чувствуется. То есть здесь выноса нет, он как будто новый даже. Потому что я вот видел
ну, другие якоря, допустим, которые, в принципе, еще и рабочие были. То есть у них уже канавка образовывается от выработки. Здесь такого нету. Так что здесь вопрос отпадает по поводу. Ну, значит, все-таки я склоняюсь больше к тому, что проблема была вот в этом. Ну что, а теперь будем чистить потихонечку. Не знаю, как тут правильно его чистить. Ну, хотя бы чуть-чуть от трухи оботрем. Конечно, все это будет не стерильно, но более-менее. Лучше, чем было, наверное. И вычистим. Ну вот. Как бы грязи тут достаточно. Ну, я не думаю, что она тут как-то критично влияет на работу стартера. В общем, стартер, похоже, был нормальный. Так, ну здесь я мыть ничего не буду, потому что здесь какой-то и сальник, и подшипник там в масле, и он еще и, собственно, весь чистый. Поэтому трогать не буду. Ну вот, помучился, но одел вот этот вот держатель щеток. Ну, небольшая хитрость есть. Ее можно, когда одеваешь всю эту целиком корону эту, то щетки можно пальцами раздвинуть, но там не подлезть, чтобы раздвинуть так, чтобы прямо она пролезла, весь этот якорь, через все щетки, потому что тут зазор очень маленький. Ну вот здесь вот есть такая небольшая шайбочка, вот за нее можно краешком зацепить каждую щетку 4, каждый из 4 щеток, и в результате вот просунуть так, чтобы все эти щетки упирались вот в эту вот шайбочку. А потом уже потихонечку отверткой там по 2 просунуть и целиком на якорь насадить. Вот эту часть поставить так, чтобы она зафиксировалась, чтобы она не прокручивалась. Соответственно, вот так она крутится, и казалось бы, все хорошо, но таким образом, во-первых, клемма будет неправильно стоять, там провод не дотянется. Ну и второе, то что эта крышка вот этими шлицами может там коротнуть часть щетки, и надо быть аккуратным. То есть вот оно там где-то упирается. Вот надо таким образом ее поставить, чтобы она зафиксировалась. Ну, вот, вроде как крутился он, так и крутится. Ну, а дальше, я не знаю, дальше его надо ставить и проверять. Я надеюсь, я ничего не сломал. Потому что опыта в разборе стартеров у меня не так много. Вероятно, я что-то, может быть, конечно, и неправильно сделал, но... Ну да ладно. Будем пробовать ставить стартер на место. Надо сначала снять глушители. Глушители вроде как я посмотрел несложно снимаются. С обоих сторон вот на каждую банку держит такой болт. Но единственное, что с левой стороны еще здесь лямбда-зонд, датчик. Его надо будет отсоединить, чтобы глушитель полностью скинуть. Ну и в принципе больше его ничто не держит. Так, лямбда-зонд мне не удалось открутить. Я не уверен, может быть, конечно, здесь вот этот вот разъем снимается. И как-то его можно снять и глушитель вниз опустить. Но я не разобрался. Я решил не рисковать. Снял крышку, освободил эти провода немножко. И, в принципе, достаточно тут опустить, чтобы он свободно висел. И глушитель опустить, чтобы можно было работать со стартером. Ну вот стартер так.
очень сложно силовой провод прикручивать. Он там короткий. Я еле-еле его там наживил. Сейчас буду пробовать. Ну вот сейчас надо защитный этот колпак на него резиновый одеть. И буду пробовать вставлять стартер. Чтобы чуть-чуть тоже освободить силовой провод, мне пришлось откручивать вот этот вот винт. И здесь вот такое вот крепление, которое прижимает этот провод, который идет уже туда, к аккумулятору, наверное. Я вот это крепление отживил, и мне еще удалось выиграть 1 сантиметр. На себя немножко потянуть этот силовой провод, и удалось зажать. Ну вот сейчас буду пробовать ставить стартер. Ну, затянул. Что теперь? Теперь буду собирать все обратно. Проводку сейчас, все эти зажимы надо на место поставить. Проводку, где лямбда-зон подключается, тоже. Сейчас все в порядок приведу. Можно будет попробовать крутануть его. Так, ну смотрим. Зажигание. Есть. Пробую, запускаю. Не запускается. Все, приплыли. Ложная тревога. Вспомнил, что у меня же на скорости он стоял. И ну ладно, сейчас еще раз пробуем. Я вот поставил на нейтралку. Ну пробуем еще раз запускать. Не лучше. Ну что, очередной день. Подумал я хорошенько, в чем может быть проблема, почему не запустился двигатель. Трещит реле. По моему опыту. Ну, обычный аккумулятор. Первое, что приходит в голову. Ну, аккумулятор у меня вроде был заряжен в конце осени. Так что с аккумулятором, надеюсь, проблем быть не должно. Хотя, если я не разберусь, домой я все же его заберу, подзаряжу. Ну, вероятнее всего, где-то контакт все-таки слабоват. И при запуске не хватает тока, чтобы провернуть стартер. Где может быть проблема? Проблема может быть на массу плохой контакт с двигателем. Это будет самое простое, что может. Вот сейчас вот, в принципе, для меня было бы предпочтительнее, если бы это был контакт на массу, потому что здесь, в принципе, ничего не снимая, можно просто поджать. Сейчас я попробую стартер, первое, что сделаю, попробую запустить. Если проблема останется, то второе, на что я думаю, это клемма, которая плюсовой силовой провод подходит к стартеру. Ну, видимо, я ее, может быть, не дообжал, и поэтому вот такая проблема, то есть не хватает там ему мощности. Ну и третье, наверное, самое будет плохое, это я разбирал стартер, и, может быть, я его как-то неправильно собрал. Хотя вроде как там неправильно нечего собрать, но я не исключаю, что какой-то, может быть, нюанс я упустил, и, может быть, где-то там что-то либо закоротил, либо не дожал. Хочется верить, что для меня хорошие новости. Я начал затягивать эти болты на стартере, и, в принципе, получилось, что они достаточно свободно были. Ну, есть надежда на то, что проблема была в этом, что стартер недостаточно был контакт с двигателем у него. Ну, буду пробовать заводить. Так, перед заводкой убеждаемся, что стоит нейтралка. Пробуем крутить. Нет. Чем сейчас буду заниматься, это заново все разбирать и снимать стартер. Буду смотреть снова, что там не так. Ну что, проверка стартера старым дедовским методом. Напрямую попробую его к аккумулятору. Крутится. Значит, нигде не коротит, по идее. Значит, здесь все в порядке. Но я, вот сняв стартер, вот эту вот клемку, конечно, поджал. Достаточно плотно. Может быть, здесь было не дожато. Но сейчас попробую
еще обожму клемму на силовом проводе дополнительно. Ну и буду ставить заново. Буду пробовать. Так, ну вот с этой клеммой не похоже, конечно, чтобы были бы какие-то проблемы. Достаточно она вроде как плотно сидит. Но я на этот раз вооружился вот такими уже мощными обжимками. И сейчас я обожму. Потому что в прошлый раз у меня была такая для меньшего калибра обжимка. И может быть, конечно, я не дотянул. Здесь все-таки металл такой толстый на этой клемме. Сейчас я попробую поплотнее дожать и посмотрим, что получится. Ну вот, обжал как смог. Вроде так вот, ну, шатаю, вроде не шатается. Хотя в прошлый раз тоже особо не шаталось. Так что надеюсь, что сейчас хотя бы в этом месте точно никаких проблем быть не должно. Так, ну вот я всунул стартер. Со второго раза намного проще получилось. В общем, он должен вставать очень легко. В прошлый раз мне тяжело давалось, я никак не мог его вставить. Я думаю, что проблема была в том, что плюсовой провод был достаточно как-то в натяг. Не давал нормально ему на место встать. Сейчас я плюсовой провод отключил от реле. Вот он. Здесь на 8 болт. Откручивается от реле. И его можно немножко притянуть. Он, правда, там под рамой идет. Там не совсем видно. Но где-то там, видимо, у меня цеплялся. Но я его так посильнее натянул, и он чуть-чуть подался тоже на несколько сантиметров. Но это позволило мне спокойно прикрутить и зажать стартер и вставить его сюда достаточно без всяких проблем. В принципе, в прошлый раз я тут его этими болтами там кое-как эти болты наживил и зажимал, то сейчас я его просто руками вставил, и болты просто вот закручиваются. Вот сейчас я затяну его как следует. Опять же, поставлю аккумулятор, но попробую чуть-чуть крутануть опять. Посмотрим, будет ли он крутиться теперь. Так, ну что, очередная попытка. Снова аккумулятор. Снова зажигание. Чуть-чуть пробую. И нет. Так, ну, еще одна попытка. Отогрел аккумулятор и подзарядил его полностью. Вот сегодня ночью на меня дома постоял. Сейчас еще раз попробую. Ну, была такая мысль, что может быть все-таки аккумулятор гелевый тут в гараже. Хотя у нас сильно низких температур не было. Но это старый аккумулятор. Возможно, в нем проблема. То есть он уже 3 года, и он в холоде постоял. И поэтому... Хотя на него были подозрения меньше всего, потому что я померил напряжение на клеммах. Там было больше 12 вольт. Включаем зажигание. Kill switch. Чуть-чуть провернем. Нет. Похоже, что это и не аккумулятор. Кстати, вчера я, когда открутил эту клемму, которая идет на стартер, и нажал, хотел померить просто напряжение, какое тут есть, у меня загорелась check engine и вот какую-то ошибку выкинуло. Снова снял и разобрал стартер. Проверил, все ли детали на своих местах. Никаких ошибок не обнаружил. Единственное, в чем засомневался, правильно ли стояла вот эта пластмасска. Она должна быть установлена вот этим выступом наверх. Иначе она будет неровно прилегать к корпусу стартера, и, соответственно, болт не будет прижимать пластину всей поверхностью, как бы сильно он не был затянут. Собрал стартер и снова установил его на мотоцикл. Так, ну перебрал стартер. Снова попытка. Бинго! Короче, проблема была в стартере. Итак, все собрал, глушители навесил, все собрал, коллектор прикрутил. Ну что, надо делать пробный пуск. Посмотрим. Зажигание. Ошибка по-прежнему горит, но я надеюсь, что после запуска она пропадет. Хотя не факт. Ну, пробуем.
Ну все, бинго. Хотя бы уже в случае чего своим ходом доеду до сервиса.